Всем привет! Это снова я. Сегодня я буду готовить жюлье. Немножко покажу, как я готовлю. У меня, конечно, не кулинарный блог, я просто показываю, как готовлю я. Я мелко нарезала чеснока. Вот так вот. Мелко нарезала лук. Оказался только красный. У меня не было белого. И мелко нарезала грибы. Поэтому у меня будет грибной жюльен. Еще его делать из курицы. Но я буду делать чисто грибной. И сейчас я обжарю лук. Потом добавлю чеснок. Потом грибы. И сделаю как заливку со сливками. Там еще мука, что-то такое. Вот. И запеку вот таких красивых горшочков, которые я купила сегодня в магазине. Разогреваю масло. Возьму свою любимую лопаточку и буду обжаривать лук и чеснок. Многие напишут, что это неправильно, красный лук, все это не так. Но я показываю, как готовлю я. Поэтому не претендую на звание шеф-повар или там высокие кулинарные регалии. Только то, что я делаю дома. Так как у меня блог о том, как мы живем. Будем обжаривать. Добавим соли по вкусу, да? Как это делают домохозяйки. Вот сейчас пожарим. Ну вот лук у меня обжарился. И сейчас я добавлю грибы. Грибов много. Но когда они ужарятся, их будет меньше. Нужно готовить до готовности грибов. Ну, сейчас посолю. Сейчас посолю. Тут по соли у каждого свое, да? Я добавлю пару чайных ложек. Надеюсь, этого хватит. Когда добавляешь соли, идет вода. Моя задача ее выпарить. Помешиваю, обжарю. Готовлю грибы. Мы вчера купили пару посылок от Amazon. Нет, от eBay. На Вайнах Смарт. По 10 евро. И у меня есть ролик, где мы их распаковали. Можете посмотреть. Покупаете ли вы такие штуки? Интересно. Если да, напишите свой опыт под тем роликом или под этим, неважно. Жарим грибы. Жарим грибы до готовности. Ну, сколько жарятся грибы? Это занимает примерно от 7 до 12 минут. Выпариваем жидкость, потом они начинают подрумяниваться, но сильно не увлекаемся, иначе пересушим и получим не то, что хотели. А пока я готовлю, у меня здесь развлекательная программа. Константин учится замечательно. Така. Мне никогда не приходится скучать. У меня такая классная команда. Так. Выпей баночку колы. Ну вот, надо поднимать. Ты уже с баночкой колы? Нет, типа.
Я готовлю жульен вечер. Давай, я ее Хочу добавить петрушки. Добавлю чуть-чуть петрушки. Петрушку уже от себя добавляю. Петрушку. В рецепте не было петрушки. Это я сама. Чтобы не было недопониманий. Чуть-чуть. Там написано специи по вкусу. Ну, особо вот я больше люблю грибы с укропчиком. Пою. У-ху. Мои звезды просто. Ну, можно добавить еще черный перчик. Немножко. Влага у меня вытопилась. Сейчас немножечко обжарю. Грибов стало заметно поменьше. Как раз мне нужны 3 горшочка. Немножко. Это уже да. Сейчас на сухой сковородке я буду пассеровать муку до кремового оттенка. Мне нужно ложки 3 столовые. Добавлю-ка я чуть-чуть на семерочку. С горочкой сделаю. Да. Вот. Такая привычка сразу убирать по шкафу. Взяла туда и положила. Вот. Буду пассеровать до золотистого оттенка. В общем, до кремового цвета пассерую муку на сухой сковороде. У меня тут 3 столовые ложки с горкой. Ну, где-то 1-2 минуты, да. Потом добавлю сливочное масло. Как раз вот сейчас я добавлю сливочное масло. Вот где-то такой небольшой кусочек. Ну вот. Сливочное масло. Перемешиваю потихонечку. Вымешиваю, оно вот плавится, мешается с мукой. Добавлю сливу. Так что и буду сейчас вмешивать сливки. В общем, нужно довести до кипения, хорошо перемешать и довести до кипения. И потом буду уже раскладывать по своим горшочкам. Нужно, чтобы все хорошо превратилось в однородную сметаноподобную массу. Ну, в общем, для верности я все сбила венчиком. Вот у меня получилась вот такая вот масса. Как густая сметана. Дальше буду выкладывать в свои горшочки. Я сначала перемешаю грибы и вот эту массу. Выложу грибы вот сюда. И все это перемешаю. Мешать. Пока все не помешаю. Мешается легко. Ну, вот такое получается. Вот такая штука. И ее я буду раскладывать вот сюда. Ложечку
Ну, в общем, положила. Сейчас посыплю сверху сыром. Вот такая вот штучка получилась. Ну вот. Сверху я накрою фольгой и буду выпекать на 200 градусов. Ну, 10-15 минут написано. Я накрою фольгой. Вот. Ну, сразу скажу, что, естественно, это блюдо тяжелое, поэтому оно обычно готовится очень маленькими порциями. Там и масло, и сыр, и это все жирное. Грибы детям вообще нельзя, до 3 лет вообще нельзя. А, Они тяжело перевариваются, может вызвать аллергию или отравление. Детям даже, в принципе, 10-12 лет не рекомендуется из-за того, что это тоже как бы тяжелая пища для переваривания. Поэтому Константину, если только чуть-чуть, Николь вообще нельзя. Но старший у меня любит. Любит, ну, естественно, нужно кушать мало. И у кого проблемы, все-таки, наверное, такое блюдо не очень хорошо подходит, если только очень-очень маленькая порция. Ну, сейчас запеку, покажу, что вышло. На 15 минут, может, на 10. Ну, и покажу, что вышло. Вот так. Так что его очень чуть-чуть и очень аккуратно. Особенно у кого проблемы с желчным пузырем и так далее, да? Я не доктор, но все-таки хочу предостеречь. Ну вот, я достала. И вот что у меня получилось. Эти порции огромные. Я наготовила очень много. И поэтому даже одну тарелочку для человека это очень много. Скорее всего, ее надо делить на 4 части. Ну, вот так вот я готовлю. Так что готовили ли вы когда-нибудь жульен? Пишите, пишите свою критику, пишите, если вы вдруг что-то новое узнали. Ну, а я прощаюсь с вами. Спасибо еще раз за то, что смотрите, за то, что лайки ставите, за то, что подписываетесь. Увидимся в следующих видео. Пока!